Шокирующее откровение Джимна. Чингук прилетает больным в корейский аэропорт. Тэйон разражается слезами. Что же на самом деле произошло после мероприятия Calvin Klein в Нью-Йорке? Как один из самых сильных и энергичных айдолов мира мог внезапно показаться слабым, бледным и больным в тот самый момент, когда приземлился в своей собственной стране? Что же на самом деле произошло за гламурными огнями Нью-Йорка, что оставило Чингука, самого молодого участника BTS, в состоянии, которое шокировало фанатов, сломило самообладание Тэйона и заставило Джимна сделать заявление, ошеломившее весь мир? Было ли это всего лишь истощением? Или же было что-то более глубокое, скрытое, что ослепительный свет Calvin Klein пытался скрыть, но больше не мог скрыть, когда Чингук вернулся в Корею? Сцена в корейском аэропорту должна была стать триумфальным возвращением. Сверкали камеры, кричали фанаты, в воздухе развивались транспаранты с любовью и восхищением. От Чингука, только что завершившего международный тур, который вновь поставил его в центр моды и музыки, ожидалось, что он будет гордо шествовать, словно суперзвезда. Однако вместо сильного, харизматичного персонажа, которого всегда обожали ARMY, перед ними предстал другой Чингук. Его шаги были тяжелыми, выражение лица изможденным, лицо бледным. Что-то было не так. Что-то было очень не так. А затем наступил момент, который заглушил даже самые громкие возгласы. Джим, явно обеспокоенный, наклонился к прессе и фанатам и признался голосом, полным тревоги: Чингук болен. Он чувствует себя плохо с Нью-Йорка. Презентация Calvin Klein отняла у него много сил. Почему Джим, который обычно с непоколебимой преданностью оберегает личную жизнь группы, выбрал именно этот момент, чтобы раскрыть правду? Почему он счел необходимым рассказать миру, что Чингук не просто устал, а действительно болен? Шок усилился, когда Тэйон, услышав слова Джимна, больше не смог сдерживать эмоции. Свидетели говорили, что его глаза покраснели. Слезы текли по лицу, а руки дрожали, когда он пытался подойти к Чингуку, словно желая своими глазами убедиться, что его брат, самый близкий друг, действительно болен. Это не просто очередная история знаменитости. Это не просто усталость после гламурного мероприятия. Это момент, который лишает блеска славы и заставляет мир задаться вопросом, какой ценой достается сияние славы. Показ Calvin Klein в Нью-Йорке стал поистине культовым. Чингук, прозванный «Золотым Макне», стал центральной фигурой компании, которая произвела фурор в мире моды. Его появление стало главной темой заголовков. Сети взорвались от восхищения, и каждая его фотография в элегантных нарядах Calvin Klein стала вирусной сенсацией. Поклонники восхваляли его уверенность в себе, артистизм, его способность объединять музыку и моду в культурное явление. Но что же происходило за объективами? За идеальными позами и мощными выступлениями скрывался Чингук, молча сносящий бремя бесконечных репетиций, смены часовых поясов, бессонных ночей и ожиданий, настолько тяжелых, что они могли сломить даже самого сильного духом. Откровение Джимна раскрыло правду, к которой фанаты были не готовы. Он не просто сказал, что Чингук устал. Он использовал слово «заболел». А в мире BTS, где участники всегда выкладывались на полную ради своих поклонников, это слово несло в себе груз тревоги, страха и даже вины. Реакция Тэйона стала эмоциональным центром всей сцены. В тот момент, когда слова Джимна достигли его ушей, выражение его лица полностью изменилось. Он на мгновение прикрыл лицо, пытаясь успокоиться, но плотина прорвалась, и слезы все равно хлынули. Те, кто стоял достаточно близко, клялись, что слышали его шепот: «Почему я не остановил его? Почему я не сказал ему отдохнуть?» Пока камеры пытались запечатлеть изможденную фигуру Чингука, многие объективы также обратились к Тэйону, запечатлевая душераздирающую уязвимость человека, который, несмотря на всю свою уверенность и обаяние, не мог сдержать слез, столкнувшись со страданиями лучшего друга. Но почему Джим почувствовал необходимость заговорить? Почему сейчас? Почему в аэропорту, на глазах у всего мира, а не за закрытыми дверями? Некоторые фанаты считают, что Джим хотел защитить Чингука от домыслов.
В тот момент, когда Чингук показался слабым, слухи могли распространиться со скоростью лесного пожара, от скандальных домыслов до преувеличенных опасений по поводу здоровья. Выступая вперед и признавая правду, Джимн, возможно, пытался контролировать повествование, дать фанатам ясность, показать, что это не сплетни, а реальность. Чингук был болен, и причиной тому было истощение после показа Кэлвин Клейн. Другие, однако, подозревают, что в этой истории есть нечто большее. Было ли это истощение только физическим, или же событие в Нью-Йорке оказало на Чингука эмоциональное и психологическое давление, которое пока не раскрыто? Загадка становится еще глубже, если вспомнить, как усердно Чингук работал в дни, предшествовавшие этому событию. По словам инсайдеров, его график в Нью-Йорке был невероятно плотным. Примерки, репетиции, интервью, фотосессии, снова репетиции, а в Тепоте – живые выступления. Каждый час был заполнен, каждое мгновение было поглощено давлением, направленным на достижение совершенства. Для Чингука, известного перфекциониста, такой график может быть невыносимым. Он не просто появляется. Он вкладывает в каждое задание всю свою душу. И в Нью-Йорке эта интенсивность, возможно, довела его тело до предела. Поклонники в аэропорту были потрясены. Некоторые плакали, сжимая в руках телефоны, когда снимали на видео медленно идущего Чингука с сутулыми плечами. Другие тянулись, выкрикивая слова поддержки, их голосы дрожали от страха и любви. Хештеги мгновенно стали популярными: «Решетка, выздоравливай скорее, Чингук», «Решетка, защитим Тэйона», «Решетка, спасибо, Джимн». В течение нескольких минут миллионы поклонников по всему миру делились клипами, анализируя слова Джимна, утешая Тэйона в своих сердцах и требуя ответов от лейблов HYBE. Почему компания не вмешалась раньше? Почему они позволили Чингуку так сильно нагружать себя? Почему они не заметили предупреждающих знаков? Эти вопросы, теперь разносящиеся по социальным сетям, стали топливом для бури, которую HYBE больше не может игнорировать. Тем временем эмоциональная связь между Джимном, Чингуком и Тэйоном стала историей внутри истории. Поклонники знают, насколько глубоко эти трое связаны. Джимн, вечный опекун, часто был тем, кто говорил, когда Чингук не мог. Тэйон, с его непоколебимой преданностью, всегда проявлял свои эмоции наиболее открыто, когда дело касалось благополучия Чингука. Тот момент в аэропорту, Джим, раскрывающий правду, Тэйон плачет, Чингук молча стоит между ними, был не просто новостью. Это был живой портрет любви, дружбы и болезненной реальности славы. И вот вопросы продолжают кружиться. Быстро ли Чингук поправится? Будет ли Тэйон винить себя в том, что не смог защитить друга? Пожалеет ли Джим на своей открытости? Или эта честность еще больше укрепит их связь с ARMY? И самое главное, что это значит для будущих графиков BTS, для роли Чингука и для баланса между артистизмом и здоровьем в мире, который требует от своих звезд всего? Молчание HYBE, чувство вины Тэйона и возмущение фанатов, потрясшие интернет после появления видеозаписи Чингука, заходящего в корейский аэропорт, не остались незамеченными. Интернет не затихал ни на секунду. ARMY, журналисты, модные критики и случайные прохожие были ошеломлены увиденным. Чингук, обычно излучающий здоровье и энергию, выглядел таким усталым, что это невозможно было скрыть. Его обычно острый взгляд казался затуманенным, походка лишена привычной уверенности, а молчание — оглушительным. Но в тот момент, когда Джим произнес «он болен», шок перерос в негодование, которое никто, ни Кэлвин Клейн, ни HYBE, ни даже сами BTS не мог предвидеть. Почему Чингук заболел? Почему его истощение было таким сильным? Почему Тэйон, обычно тот, кто улыбался и поднимал настроение другим, в итоге расплакался перед тысячами сверкающих камер? Вопросов становилось все больше с каждой секундой. И все же единственной организацией, которая хранила молчание, был лейбл HYBE. Молчание HYBE во многом было громче любого заявления, которое они могли бы сделать. Фанаты ожидали немедленного ответа, новостей о состоянии здоровья, заверений в том, что Чингуку будет оказана наилучшая медицинская помощь. Но прошли часы, затем дни, и тишина стала невыносимой.
Неужели компания намеренно скрывала всю правду? Было ли состояние Чингука хуже, чем то, что рассказал Джим? Отсутствие ответов лишь заставило армию копнуть глубже. Онлайн-сообщества взорвались домыслами. Некоторые указывали на то, что Чингук уже показывал признаки усталости в Нью-Йорке. Едва заметные жесты, запечатленные на камерах фанатов, например, массирование висков, кашель во время репетиций или глубокие вдохи, словно пытаясь успокоиться. Другие вспоминали, как неустанно он работал над музыкальными и модными проектами, утверждая, что ни один человек, каким бы сильным он ни был, не смог бы поддерживать такой темп без последствий. Но самые душераздирающие домыслы крутились вокруг Тэйона. Свидетели в аэропорту рассказывали, как он пытался взять себя в руки после заявления Джимна. По словам артиста, он снова и снова вытирал слезы, словно ему было неловко показывать такую уязвимость на публике, но он все равно не мог сдержаться. Почему этот момент так сильно его задел? Было ли это чувство вины за то, что он не был в Нью-Йорке и не присматривал за Чингуком? Может быть, это память о тех временах, когда они обещали друг другу всегда защищать друг друга, какими бы тяжелыми ни становились требования мира?